Рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы с вами сплетем дюрбаскет. Мои трубочки окрашены самоваренной морилкой. По описанию я все укажу, как я крашу, как я обрабатываю. По ссылкам переходите и смотрите. Значит, и параметры моих трубочек, как на что крутила, размеры я тоже укажу. Единственное, еще раз показываю, что трубочки мои всегда вот этот краешек, кончик обрезан, буквально пару миллиметров. Для начала мы определяемся, какой размер у нас он будет, наш дюрбаскет. Значит, я выбирайте форму, что вам нравится, вот какой вот вы хотите размер, чтобы был, вот подбирайте форму. Это бутылка из-под жидкого порошка. Она мне показалась очень даже и по ширине, и по размерам то, что надо. Вот, берем бумагу, чистый лист бумаги, и на нем устанавливаем нашу форму. Обрисовала я, таким образом я получила донышко. Это будет овальное донышко, и на нем я делаю такой мини-чертеж на стоечке, на выставление стоечек. Значит, у меня получилось по 3 стоечки вот так, 3 стоечки вот так и одна центральная стоечка. Ну, как всегда, я начинаю по 2 их вот так. Будем мы с ними работать. Все, устанавливаю я стоечки и начинаем плести овальное донышко. Мои трубочки как для стоечек, так и для работы одинаково увлажнены. Я сухие тут трубочки для стоечек не беру. Так, все, я выставила и могу оплетать. Как я плету овальное донышко, я уже показывала. Ну, начнем. И беру 2 трубочки рабочих, и из них формирую петельку. С одной стороны я срезаю, с другой стороны прокапываю клеем. И плетем. Так, начинаем плетение. Значит, моя петелечка, где начало ряда, там я устанавливаю булавочку, чтобы в процессе я потом могла вести отсчет рядов. Так, все поправляем и плетем. Донышко само проплетем по чертежу, чтобы нам не отклоняться от размеров. Все, и по кругу. Расстояние между стоечками у меня здесь 3 сантиметра. Вот это расстояние у меня 3 сантиметра. Так, наращиваем. Проплела я 3 ряда. На 4-м ряду я вижу, что мне надо уже добавлять здесь стоечки. Значит, я добавлю сейчас стойки. Так, мои трубочки вот здесь вот мягкие. Мне нужен, там где жестко, где скрутка. Я вот этот момент теперь отрезаю, 1,5 где-то сантиметра. Мягко мне не надо. Значит, вот, чтобы они были вот такие. И подставляю свои трубочки. Формирую будущие стойки в самом плетении.
и согласно придерживаюсь я своего чертежа. И накрываем. Все так я все новые стойки поставляю. Еще вот здесь мне надо еще здесь ставить. Все, самостоятельно я добавлю стоечки и дальше проплету. Проплела я 3 ряда с добавленными стоечками. Теперь я их же и разведу. Мне здесь еще, чтобы надо вместо этой одной получилось 2 стойки. Вот я их и оплету по отдельности теперь. И все, больше я не планирую добавлять стойки. Просто я через ряд где-то удвою вот эти, сделаю двойные, чтобы они были одинаковые, как все двойные. Так, а в этом ряду я их оплетаю по отдельности. Ну, в общем, сейчас проплету я и вы самостоятельно, и потом включу. Удваиваю стойки перед поднятием стоек. По размеру у меня уже достаточно. Сплела я по чертежу достаточное количество. И сейчас планирую поднять стойки. Ну, эти, которые по одной стойке были оплетены, я их сейчас удваиваю. Больше чертеж не нужен. В сторону устанавливаем здоровье мой. И переворачиваем наши. Вот здесь было у нас лицо, мы плели. Мы переворачиваем теперь вот так, на эту сторону. И устанавливаем нашу форму. Берем спицу и поднимаем аккуратненько стоечки. Все стоечки кверху. Под 90 градусов здесь. Вот так. И буду оплетать веревочкой из 3 по донышку несколько рядов. Потом я вам скажу, сколько я проплела. Я посмотрю зрительно. Вот плету я и потом смотрю. Достаточно, недостаточно. Оценила плетение и понимаю. Так, все, поднимаю стойки и веревочкой из 3 плетем, поднимая стоечки одновременно. Так, вот начало моего плетения. Вот, и мне надо добавить 1 трубочку в плетение ввести. Беру тоже трубочку для плетения и просто за стоечками ее здесь ввела. Все. И я могу теперь 3 трубочками плетать. Значит, веревочка из 3 через 2 за 3. Крайняя левая через 2 за 3. Я, конечно, сейчас все пальчиками фиксирую кверху, вам не видно. Вот. Ну, вот так вот я поднимаю стоечки и оплетаю. Сейчас у меня будет наращивание, не буду тратиться на это время ваше. Вот, все по кругу. Так, вот 2 ряда я сплела. Сейчас с вами плетем уже 3-й ряд. Веревочки из 3 прямой, только прямую. Каждый ряд в конце ряда я состыковываю, чтобы красиво и ровно смотрелась наша веревочка. Сейчас в этом ряду я вам еще раз напомню, как это делается.
Так, присматриваю, где у меня за стоечками будет наращивание. Трубочки обязательно прокапанные клеем. У меня уже за кадром они прокапанные, я по несколько штучек сразу прокапываю. Мне удобно. Он не успевает сохнуть, я тут же их использую. Так, вот. Подходим мы к началу и завершению этого ряда. Сейчас еще раз с вами повторим, как состыковывать. Значит, смотрите, вот начало моего ряда. Я подошла, вот трубочка перед. Следующая трубочка должна зайти за. Вот, и оставляю там ее. Не вывожу, оставляю. Следующую беру, не вывожу, оставляю. И последнюю третью. Вот еще раз выскочила трубочка. Последнюю третью тоже через раз, два, за третью. И теперь я могу после последней установленной трубочки все опустить. И вот я, смотрите, получила состыковочку. Весь ряд у меня совпал. Так, ну еще один ряд я хочу. Вот смотрю сейчас зрительно. Мне хочется еще один ряд прямой веревочки из 3 сплести. Вот плету. Все, проплела я 4 веревочки из 3. Зрительно я смотрю, что мне достаточно. Было 3 трубочки, теперь я хочу перейти на ситец из 2. Одну трубочку я подрезала и спрятала в плетение, она мне уже больше не нужна. И с этими 2 я буду плести ситец вдогонку. Одна на одну трубочку, вот так. Пойду один ряд, вот сплету, вот, и следом второй. И так я буду вверх проплетать нужное количество. Но сейчас мне время подошло, я хочу по 3 стоечки, все-таки я люблю тройные стоечки. Добавлю я сейчас везде по, чтобы было 3 стоечки, ну не 2, а утрою. И доращивать буду вот эти, которые у меня коротенькие. Вот я вам сейчас на 2 покажу. Значит, я беру точно так же секаторами на уголочек подрезаю, прокапываю клей в широкий край и просто вкручиваю. Вот так я наращиваю стоечки. Все. И, ну, еще по одной вставим. Я сейчас вам покажу, сколько я подрезаю. Опять же, так как я вот здесь мягенькая отрезаю и вот на уголочек подрезала. И раздвину свои стоечки и вставлю просто вот почему я вставляю сейчас? Потому что у меня уже здесь вот достаточно высоко, и моя вот эта вот трубочка будет здесь зафиксирована между этими 2 стоечками. И здесь вот ее не будет видно, что я ее добавила. Вот сейчас вот это я сделаю. Я определилась, сколько у меня будет высотой. Вот так вот я приложила 10 сантиметров, я себе прочертила. Здесь у меня будет 10 сантиметров, и задняя часть у меня будет 15 сантиметров. То же самое я линеечкой отступила и прочертила. Вот примерные метки я себе сделала. И теперь ситцем вдогонку из 2 я буду вот в такое вот расстояние проплетать. Ситцем вдогонку из 2 трубочек я проплела до своей меточки. Теперь я буду вязать укороченные поворотные ряды. А эту трубочку одну, ну, в общем, одной трубочкой это плетется, а одну трубочку мне надо уже все упрятать. Значит, вот моя центральная стоечка. Доплела я до нее, и за следующую стоечку я изнутри просто упрячу в плетение свой хвостик. Делаю углубление спицей и там его оставляю, этот хвостик. Так, а этой трубочкой я продолжаю плести одной из трубочек. Сейчас я вам покажу, как я начинаю плести эти укороченные ряды. Ссылку на укороченные ряды подробно я дам в описании. Так, подошла я к своей центральной стоечке. Проверила, все, это оно, все. Ее я не трогаю, а до нее делаю вот так
проминаю и поворотик такой делаю. Теперь я в эту сторону иду плести. Тем же ситцем, только в обратную сторону. Так, подхожу я к центру, проминаю, центральную я не трогаю, поворачиваю. Вот, видите, что получается. Плету теперь в эту сторону. И буду вот понемножку уходить наверх. И мне надо вот выйти на вот эту высоту. Все. Нужную высоту я проплела уже. Здесь у меня 10 сантиметров, а здесь 15. Вот. И теперь, ну, расскажу вкратце, как это получилось. Значит, по 2 и поворачивала. Потом перешла плавно на поворотик по 1, повторялась я. И вот до центральной, вышла до центральной. Укороченными рядами, поворотными укороченными рядами. Теперь я планирую веревочкой из 2 пару рядов буквально проплести по краю, для того, чтобы зафиксировать вот все мои рядики, вот, чтобы в единую линию вывести. Я беру одну трубочку, просто вот сделаю заломчик с краю и выведу на вот эту сторону. Ну, введу трубочку перед стойками, потому что та сторона у меня будет лицевая. И просто веревочкой из 2 оплету изделие. Буквально пару рядов. Вот так. Я даже вот эти стойки, которые знала, что у меня здесь будет короче, нежели здесь. Да я их даже не доращивала, мне хватило длины. Все, ну вот так вот веревочка из 2 я 2 ряда где-то проплету. Так, у меня уже старые стоечки срезаны. Вон, вровень с плетением. Все по кругу. И новые стоечки влажные, такие же влажные, как и плетение само я плела, вставлены. Значит, и пока я не работала, я одела, чтобы не пересыхали они, коктейльные трубочки на них, на каждую. Значит, вот с лицевой стороны они вставлены у меня перед старыми стоечками. С изнаночной стороны, стенка где, то они изнутри, в общем, я их вставила. Так, и теперь выполняем загибку. Загибку я буду делать так. Такая будет своеобразная коса. Стоечки уже можно освободить от коктейльных трубочек. Так, начнем допустим, вот с этого вот, с любого места можете. Так, берем
3 трубочки, мои стоечки, и заводим. Это первый этап. Все по кругу трубочки я вот так вот опущу, заводя вниз, ну плавно. Смотрите, чтобы не ломались они, а плавно уходили вниз. Вот так. Опускаем все трубочки. Единственный еще момент, когда мы заводим трубочки вот за стойки, вот так выводим их, то вот здесь вот эту часть, если эту я здесь ровно, то эту я вот, смотрите, вот наклон делаю внутреннюю часть и потом только завожу. Соблюдаю вот такой наклон, потому что эта сторона у меня должна быть лицевая. Вот это, а не та. Вот я в эту сторону, вот здесь вот аккуратно и наклоняю. Вот так. Так, вот по узору введем теперь сюда. Так, расправим. Так, после того, как я все стойки расправила, проверила, подтянула, все, мы можем начинать второй этап загибки. Берем тоже в любом месте, начинаем, ну, допустим, здесь, и немножечко плавно и кверху. То же самое. За стойки и кверху. И кверху. Так мы все по кругу стоечки поднимаем. Плавно. Так, вот так поднимаем. Так, здесь немного надо развернуть ее, чтобы она лицом была к нам. Вот так поворачиваем ее. Выгибаем как бы в эту сторону. Ого, вам не видно. Так, вот так. Так как эта сторона у нас будет спинка, ее не видно будет, изнанка как бы, то мы должны приподнять на лицо нашу косу. Загибку. Так, и в эту сторону, вот сюда уже у нас пойдет плавно она выходить. Поворачиваем как бы ее сюда, вот так. Видите? Вот так. Так, разверну я к вам вот так. И вот эти вот теперь надо заправить по узору кверху.
все, теперь я все подтяну. Проверю одинаково, чтобы все у меня заломы тоже были выровнены. В плавные линии вышли они. Ну и везде, чтобы одинаковыми были они у меня. Так, вот эту часть я сюда поворачиваю. Еще когда будем грунтовать, мы обязательно тоже ее повернем сюда больше. Ну и когда подрежем тоже хвосты наши. Так, сейчас я поправлю все и включу. Так, следующий этап. Все расправлено, эти хвосты у меня все кверху. Итак, берем с любого, начинаем с любого места. Так, раз, два, за вторую. Заводим и обрезаем так, чтобы со второй они не выглядывали, наши хвостики. Вот так, просто обрезаем. Теперь берем крайнюю левую, раз и два, за вторую заводим. И тоже под второй так обрезаем, чтобы они не выглядывали. Вот. Берем левую и раз, два, за вторую заводим аккуратно и обрезаем чуть выше, нежели заканчивается у нас край. Так, выше надо. И так по кругу. Еще раз показываю. Берем крайнюю левую, раз, два, за вторую. Завели. Можно здесь преломить немножечко ноготочком и потом подвинем ее кверху и обрежем, чтобы было виднее, где обрезаем. Следующий этап. Берем за две и подрезаем. И тут же поправим все, смотрим. Раз, два. Потом ее подрезаем. Так, здесь мы хотим немного поворачиваем наклон внутрь. Так как у нас там будет спинка, еще раз говорю, то нам надо развернуть нашу косу внутрь. Так, заломчики и подрезаем. Вот сюда. Вот так. Заломчики и подрезаем.
И все по кругу я себе вот так закрываю до конца. Я пока так подрежу, потом еще подсуну свои секаторы, потому что с этой стороны не очень видно. Так, ну можно проворачивать, все время крутить изделие, чтобы все увидеть. Вот так. И 2 стойки остались. Я сразу их могу подрезать, но лучше я вам сперва покажу. Вот так они должны зайти по узору. Вот так. Сейчас все поправим, расправим и заведем. И вот этот последний, вот эти хвостики должны зайти у нас вот сюда. Вот так. Будем заводить по одной. Так, еще раз все проверим, повернем. Вот так вот все здесь надо прогнуть, чтобы оно сюда повернулось. Вот так. И лишние хвостики сейчас я вот эти подрезаю. Все проверяем. Ну вот со всех сторон я ее проверила, посмотрела под разными углами. Вот спиночка, вот смотрите, как выглядит. Ну, это изнанка будет. А она должна у меня выглядеть вот так вот, с лица косой. Теперь мне осталось прогрунтовать изделие, покрыть лаком. И затем я еще сделаю ей вот здесь вот ручку.